Сегодняшней игре вовсе не обязательно быть крупнобюджетным проектом, как, к примеру, Mad Max, о котором я рассказывал уже давненько. Не нужно и быть такой же продолжительной, как любят делать Ubisoft, и в конце концов, ей даже не важно быть в 3D. С первого взгляда на платформер Valiant Hearts осознаешь, что это будет новым опытом в играх о войне, показанным с непривычного ракурса и так, как мы не привыкли видеть, чувствовать и играть, конечно же. Первая мировая война — это время страшных экспериментов, будь то английские танки или немецкий газ. Это катастрофа, унесшая миллионы жизней военных и гражданских. Это событие, родившее понятие того потерянного поколения, о которых писал Ремарк и Хемингуэй. И это тема, которая, по моему мнению, еще не была так подробно рассказана и показана, как в этой игре. Поэтому, сыграв в нее уже второй раз за 5 лет, я вдруг понял, что без отдельного видео мне не обойтись. О хороших играх надо говорить и обсуждать их. Честно, уже отвык от этой фразы, но добро пожаловать на новое видео. Сегодня мы поговорим о Valiant Hearts. Мне будет приятно, если вы поддержите видео лайком, а также пишите мне в комментариях. Начинать рассказ стоит с действующих лиц этой истории, а именно человеческих судеб, оказавшихся в месте, куда бы ни один человек в здравом уме не хотел бы попасть. Все они разные не только с точки зрения игрового процесса, их уникальных умений, к примеру, сколько самых простых личностных признаков, таких как возраст, пол, характер, моральный кодекс, который будет особенно прослеживаться за Эмиля Шайона. И в конце концов, у каждого была собственная причина пойти на фронт. Полагаясь на эти признаки, у каждого из нас в разные периоды игры сформируется свой любимый персонаж. Или их будет даже несколько. Все может быть. А чтобы было яснее понять мотивы 4 героев, важно познакомиться по очереди с каждым из них. Так, к примеру, Карл ушел на войну, оставив на ферме жену и маленького сына. Важно то, что он вынужден будет быть на немецкой стороне конфликта, так как того требует его происхождение. Из всех героев за Карла мы поиграем меньше всего, кстати. Однако миссии с ним будут одна другой лучше. Побег из концлагеря с кучей изощренных загадок. Затем прятки от солдат с помощью пугала или стада овец. Кража униформы у бедного командира. Все ради того, чтобы вернуться домой, к своей семье. Вслед за Карлом на войну отправляется тот персонаж, чей вклад в данной истории станет символом мужества, отваги и человечности. Те ребята, кто в материале, уже догадались, что речь идет о Эмиле Шайоне, воюющем во французской армии, которому вышеупомянутый Карл приходится зятем. Впрочем, несмотря на то, что находятся они по разные стороны конфликта, для Эмиля становится действительно важным позаботиться о жизни Карла. То ли он делает это ради дочки с внуком, то ли Карл классный, ненапряжный зять. Тут непонятно. Однако его ценность для Эмиля будет подтверждаться в подобных диалогах. Пришла пора поговорить о Фредди. Американцы, чей мотив кажется менее благороднее предыдущих. Романтики тут нет тем более, поскольку все здесь строится на понятиях ненависти и мести, отомщения за смерть его жены, погибшей после бомбежки немецких самолетов под характерным флагом. Стало быть, целью Фредди становится сведение счетов с немецким генералом, являющимся, как и другие, лишь пешкой в большом конфликте, который будет все так же продолжаться, вне зависимости от того, добьется Фредди успеха или нет. Казалось бы, нет работы в мире почетнее, чем спасение человеческой жизни. И, пожалуй, я с этим полностью согласен. Поэтому о Анне хочется говорить с радостью в голосе, как о девушке, спасающей жизни на войне. Анна оказалась на передовой по семейным причинам. Она ищет своего отца, ученого, схваченного немцами из-за, сами понимаете, его выдающихся знаний. Миссии за Анну примечательны тем, что война в них уже миновала, оставив после себя хаос, смерть, да раненых людей, требующих помощи. Одна из таких миссий особенно закрепилась в моей памяти. Не столько постоянным лечением
одним единственным способом, как нажатие клавишей в такт, сколько наличием других мини-квестов. Кому-то нужно было помочь побороть жажду, раздобыв воды, а другому солдату принести крест для его погибшего товарища. Нельзя не упомянуть о еще одном важном и мохнатом герое – пёселе Вальте. С его появлением в сюжете чувствуется, знаете, глоток свежего воздуха. Он как обновление Windows, которого неважно, ждали вы или нет, пришло и открыло вам новые функции точно так же, как это сделал Вальт. Что точно выделяет сегодняшний платформер среди всех других игр – милая мультипликационная картинка. Со слов Ubisoft, главным приоритетом такой рисовки является повествование о сложных вещах более простым и доступным языком. С одной стороны, глядя на Valiant Hearts, у нас есть точное понимание страшного фронта, где мрачные, точно воссозданные локации, постоянные звуки взрывов и пуль, ругань командира – все это делает свое дело. С другой же стороны, подобный вид графики создает ощущение, будто бы мы попали в мультфильм, чью историю рассказывает одинокий закадровый голос автора, безмолвные герои наталкивают нас на глубокие темы, а за рулем надо двигаться в такт музыки. Заставки, как будто из комиксов, встречаются в игре повсюду и выполняют массу разнообразных функций. Так, они способны расширять угол обзора камеры, показывая нам то окружение, которое невозможно увидеть из-за правил жанра самой игры, а именно вида сбоку. В стелс-миссии под управлением Эмиля, например, он может заранее видеть передвижение вражеских патрулей, вовремя спрятавшись, или выбирать удачный момент, чтобы вылезти из укрытия, пока караульный не смотрит в нашу сторону. В динамичных сценах заставки ловко подсказывают о приближающейся угрозе, что помогает прицелиться заранее четче и сохранить тот же танк. Лучшая работа в жизни. Лучшая работа в жизни. В то же время, посредством заставок происходит, кстати, и общение с самим игроком. Ему говорят, куда надо проследовать, что следует сделать, найти или принести вещь для задания, насколько это важно сделать, быстро или нет. К тому же изображение внутри заставок отлично компенсирует отсутствие диалогов внутри игры. Лишний раз не нужно всматриваться в мелкий шрифт, бояться чего-то упустить в объемных текстах, а картинки нарисованы просто и незаурядно. Отчего понять, в чем их главная суть, легче легкого. Интересный художественный прием применяют создатели Valiant Hearts касаемо внешности персонажей, а точнее их лиц и глаз. Как нетрудно заметить, их нет совсем. Казалось бы, что могут передать глаза, когда речь идет о войне? Не хочется лишний раз открывать глаза, видя эти грязные окопы, мрачную картинку и образы раненых. В то же время глаза легко открываются при виде чего-то доброго, светлого, как в этом моменте. Один взгляд сына, и Карл забыл все, словно не было 3 лет войны и невзгод. Создание персонажей без лиц в такой игре, как сегодня, позволяет, не отвлекаясь, сосредоточиться на действительно важных вещах. Согласитесь, трудно сопереживать кому-то вот с таким вот лицом, например. Насколько бы его история не была печальной. Тут надо скорее веселиться, чем грустить. В то время как в Valiant Hearts визуальный трюк, как отсутствие глаз, может раскрывать темы преодоления трудностей и внутренней силы людей, все равно идущих вперед, несмотря на ту же войну. В дополнение, изображение людей подобным образом создает уникальные, запоминающиеся образы, которые больше ассоциируются с чем-то безобидным, нежели с военной тематикой. Упрощенный образ у лиц наших героев – это вовсе не помеха эмоциональной выразительности. Абсолютно разные эмоции берет в этом случае анимация, и мне кажется, справляется она на ура. Взять Эмиля. Придумывая взорвать проход обычной собачьей костью,
Он скидывает поварешку на плечи, откидывается назад, радуется одним словом. У него все получилось удачно. Когда же происходит непонимание или ошибка в нашем действии, выбрали не тот ключ, например, герой будет применять знакомый жест, как рука на щеке. Фредди в знак благодарности отдает честь, Волту говорят спасибо, гладя его по бокам, а офицеры торопят игрока, размахивая руками и прыгая одновременно. Простым языком показывается в игре и само понятие смерти, которую не выйдет передать одной только графикой. Ей в подмогу добавляются вспомогательные элементы, такие как смена цветовой гаммы, замедление времени, музыка и вновь те самые заставки. Так, при ранении Эмиля в первом же бою, постепенно тон картинки становится алым, погода портится, принося за собой дождь, на фоне играет грустный саундтрек. Незадолго до этого быстрая комиксная вставка показывает, как погиб один из командиров Эмиля. Она появляется лишь на пару секунд, но мгновение силуэтом на красном фоне хватает, казалось бы, с головой. Последние мгновения французских солдат передаются через эффект слоумо. С одной стороны, роль трюка с остановкой времени делает сцену более драматичной. Ощущение трагедии тут высоко как никогда. В то же время значимость слоумо в этой главе явно высока. Высока для внутренней борьбы именно Эмиля Шейона, которые не смогли оставить его равнодушным. Удар был смертельным. Следуя правилам старых добрых платформеров, геймплей Valiant Hearts сосредотачивается на прохождении тематических уровней, преодолении препятствий, разгадывании квестов и многочисленных уклонений от всего и вся. Подметить хочется, как логично военная тематика взаимодействует с перемещением героев в мире 2D. В пример сразу напрашивается способность Эмиля, его лопата, благодаря которой ты исследуешь уровень как в горизонтальной плоскости, спасаясь бегством от ядовитого газа, так и в вертикальной плоскости, когда прокладывание пути зависит от падающих сверху снарядов. И похоже это на самую что ни на есть змейку. Все же, несмотря на все величие лопаты Эмиля, ей будет сложно переплюнуть ту самую классику платформинга. Я имею в виду не что иное, как лестница, способ, который проще всего перемещает героев в пространстве. То, насколько разнообразными получились уровни в игре, заслуживает отдельного лайка, конечно. Казалось бы, все, что происходило на фронте в Первую мировую войну, отражается в каждом следующем уровне. К слову, уровни здесь целиком и полностью линейные, имеющие свой строгий сценарий и лишенные вариативности, к сожалению. Интерес в них пробуждает поиск тематических предметов, найти которые помогает лишний раз отодвинув какой-нибудь подозрительный ящик или сделав очередной подкоп. А вот вы любите пособирать что-нибудь подобное в играх? Поискать? Дайте мне знать в комментариях, будет интересно почитать. Вдобавок Valiant Hearts относится к поджанру пазл-платформеров, нацеленных на решение внутриигровых квестов. Лично для меня местные загадки увлекательны. Они не шибко сложные, и от них ты не хочешь рвать волосы на своей голове. А главное их достоинство в том, что они полностью тематические. Тут ты собираешь башню для танка, пытаешься испортить биологическое оружие, поворачивая трубы, как в играх про водопроводчиков, ищешь коды от сейфов, внимательно осматривая картину, и строишь план побега из лагеря. Также через геймплей руками игрока разработчики стремятся свести понятие жестокости к минимуму. Правило «не убей» здесь кажется актуальнее, чем никогда ранее. Взять те моменты, когда встречу с NPC невозможно избежать, и надо принимать какое-то решение. Подойти к врагу поближе, ударив его по голове, не запрещается, ведь тогда он просто вырубится, а не умрет. С другой стороны, пройти незамеченно можно всегда. Достаточно лишь отвлечь внимание, бросив какой-нибудь предмет или отправив на разведку пса Волта. Даже вспоминая наших героев,
ты убеждаешься во всяческом отрицании насилия. Вспомните, никто из них не возьмет в руки оружие за всю игру ни разу. Лопата, аптечка, болторез – вот все, что у них будет. Это скорее предметы для мира, чем для войны. Как вы считаете? Но знаете, в ответ на жестокость и вандализм история Valiant Hearts показывает, как важно, несмотря на войну, быть человеком. Продолжать им оставаться даже к тем людям, кто воюет по другую сторону фронта. Ведь придет час, когда и они не останутся в долгу перед вами. Я правда очень рад, что выпускаю это видео спустя свое долгое отсутствие. Сами знаете, наверное, какой-то небыстрый процесс создания видео. Особенно, когда ты делаешь все в одиночку. Есть свои другие дела, своя жизнь. Поэтому хочу сказать спасибо вам за отдачу на этом видео. Valiant Hearts для меня занимает отдельное место среди всех других игр, в которые я играл. В том числе среди игр о войне и игр Ubisoft, конечно же. Если видео вам понравилось, то поставьте ему, пожалуйста, лайк, напишите комментарий. Все это важно как для меня, так и для статистики канала. Ну и в конце концов, ваша активность поднимает настроение. Мы увидимся на новом видео, тема которого уже придумана и будет раскрываться в нашем телеграм-канале. Поэтому можете заходить и туда тоже. Буду рад.